Всем привет, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. Время приближается к Новому году, и я хочу вам показать, как связать вот такую корзинку, пингвиненка и сверху в виде как бы мешочка. Это отличный вариант для подарка, очень оригинально и красиво. Размеры моей корзинки по донышку 13 сантиметров, высоту корзинка приблизительно 11 сантиметров. Для вязания я использовала трикотажную пряжу от фирмы Бисквит. Здесь у нас идет в 100 метрах 330 грамм. Я использовала два цвета. Это цвет колокольчик и сливочный. В описании я оставлю ссылку на магазин и также промокод на скидку 10%. А для верха я использовала пряжу Alize My Baby. Здесь 100% акрил. В 50 граммах идет 150 метров. Цвет данной пряжи 183. Также нам понадобится немного желтого и черного цвета. Так, для вязания нам еще понадобится крючок номер 6 и номер 7. Это для вязания корзинки. Также крючок номер 3 и 4. Это уже для верха мы будем вязать. И будем вязать вот этот вот клюв. Также пластиковая игла с большим ушком. И желательно при вязании мешочка использовать вот такой вот маркер для петель. Либо можно использовать простую булавку. Для начала мы должны связать донышко. Для этого берем крючок номер 6. Кладем нить вот таким образом на пальчики. Обхватываем крест-накрест. С обратной стороны придерживаем мизинчиком. Заводим крючок под первую нить. Захватили вторую. Вытягиваем петлю. Придерживаем, а колечко отпускаем. Данную петельку мы провязываем. Это у нас будет первый столбик. Всего в кольцо мы должны набрать 6 столбиков. Первый есть, провязываем второй, вводим крючок в кольцо, захватываем нить и провязываем столбик. Старайтесь, чтобы нить у вас лежала бороздкой кверху. Тогда при вытягивании у вас нить будет выходить лицевой стороной. Итак, 2 столбика есть, провязываем третий. И так далее. Всего 6 столбиков. Вот я провязала 6 столбиков. Далее берем кончик и затягиваем кольцо. Первоначально сильно не затягивайте. Вот у меня еще немного осталось отверстия. Далее мы потом его затянем сильнее. Вытягиваем нить и находим. Здесь у нас вот идет первый столбик. Над ним косичка. Заводим крючок под косичку и вытягиваем петлю. Далее крючок мы должны ввести в самый наш первый столбик. Вот у нас первый столбик. Мы сюда должны ввести крючок. Вот он. Вот заводим крючок в первый столбик. И крючок у нас должен всегда выходить по центру столбика. Вот получается у нас идет перемычка. И столбик, точнее крючок у нас должен выходить посередине. Вот здесь вот. Далее мы накидываем петельку на крючок и затягиваем. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Вытянули и провязываем столбик. Далее во втором ряду мы делаем прибавки. В каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. Вот здесь мы один столбик провязали. Теперь сюда же мы провязываем второй столбик. Находим следующий столбик. Сюда мы также провязываем 2 столбика. Вводим крючок в центр галочки
И с обратной стороны, как я говорила, у вас крючок должен выходить по центру. И провязываем также 2 столбика. Первый и второй. Итак, провязываем по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. Получается, во втором ряду у вас должно получиться уже 12 столбиков без накида. Довязываем до конца самостоятельно. Вот я провязала второй ряд. Во втором ряду у нас 12 столбиков. Делаем соединение. Соединение во всех рядах будет одинаковое. Заводим крючок также под косичку. Вытягиваем петлю. И крючок заводим в первый столбик. Накидываем петельку. Затягиваем. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Здесь можно помогать так пальчиками, для того, чтобы крючок хорошо проходил. Вытянули петлю и провязываем столбик. Теперь провязываем третий ряд, и в третьем ряду у нас также идут прибавки. В каждом ряду мы делаем по 6 прибавок. Теперь мы провязываем 1 столбик. Далее провязываем прибавку 2 столбика, снова 1 столбик, 2 столбика, и так чередуя провязываем до конца. Первый столбик у нас уже есть здесь, следующую мы провязываем 2 столбика, заводим посередине, петельку старайтесь вытягивать на высоту с петлей на крючке. Провязываем сюда 2 столбика. Далее следующую провязываем 1 столбик, следующую снова 2. И так провязываем до конца. Теперь в третьем ряду у нас должно получиться 18 столбиков. Теперь уже можно затянуть наше отверстие посильнее. В четвертом ряду между прибавками мы провязываем по 2 одинарных столбика. И учитываем, что прибавки в четвертом ряду у нас вяжутся над одинарными столбиками. Прибавки над прибавками мы не вяжем. Вот у нас здесь одинарный столбик, 1 столбик есть, сюда же провязываем еще 2 столбик. Далее идет прибавка, здесь мы провязываем по 1 столбику. Провязали 2 одинарных столбика и снова прибавка. После прибавки 2 одинарных столбика. И далее снова идет прибавка. Между прибавками по 2 одинарных столбика. Всего в четвертом ряду должно получиться 24 столбика. Довязываем до конца. В пятом ряду между прибавками у нас идет уже по 3 одинарных столбика. Вот провязали столбик, у нас здесь идет прибавка, поэтому следующую мы снова провязываем 1 столбик. Раз, два, провязываем 3. И затем уже провязываем прибавку. Она у нас идет над одинарным столбиком. После прибавки мы снова провязываем 3 столбика.
И снова вяжем прибавку. Итак, в пятом ряду у нас должно получиться уже 30 столбиков между прибавками по 3 одинарных столбика. И также вяжем последующие ряды. Шестой ряд мы провязываем. Между прибавками у нас будет идти уже 4 столбика. Вот я провязала 6 рядов. Круг у меня получился размером 13 сантиметров. И если у вас круг получился вот такой вот немного неровный, его можно отпарить, либо приложить ХБ ткань и прогладить, тогда он станет ровный. Руками все расправляем и даем просохнуть. И также сейчас уже необходимо будет спрятать вот этот кончик нити, так как потом его будет неудобно уже прятать, когда мы свяжем стенки. Берем крючок меньшего размера и вот здесь вот под петельки прячем. Делаем соединение и переходим от донышка к стеночкам. Вытягиваем нить, заводим крючок также под косичку. Вытянули петлю. Далее крючок заводим вот сюда, вот между двумя нитями. И с обратной стороны находим перемычку. Вот они идут перемычки. Заводим крючок под перемычку. Накидываем петельку и также затягиваем. Берем рабочую нить и затягиваем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее весь первый ряд мы будем вязать столбиками без накида. И крючок будем заводить, захватывая верхнюю дужку косички, и крючок вводим под перемычку вот сюда и провязываем столбик. Петельку вытягиваете на высоту с петлей на крючке. Далее снова за верхнюю дужку под перемычку. Не забывайте, ниточка у вас лежит бороздкой кверху. Итак, столбиками без накида провязываем до конца первый ряд. Вот я провязала первый ряд. Сейчас мы сделаем соединение, и во втором ряду мы уже будем вводить нить другого цвета. Первый ряд я вязала также крючком номером 6, а последующие ряды я буду вязать уже крючком номером 7. Вытягиваем нить. Сейчас мы сделаем соединение. Беру крючок номер 7. Вот наш первый столбик. Косичка над ним. Заводим крючок сюда. И вытягиваем петлю. Далее заводим крючок вот в этот первый столбик. Крючок необходимо вводить строго по центру столбика. И с обратной стороны он тоже должен выходить по центру. Вот у нас идет перемычка. И крючок выходит по центру. Накидываем петельку. И рабочей нитью затягиваем. Захватываем нить и провязываем. Вытягиваем петлю и провязываем столбик. Еще раз объясняю, как провязать галочки в раскол, чтобы они были ровные. Мы вводим крючок строго по центру, в центр галочки под прямым углом. И с обратной стороны крючок должен выйти по центру. Вот здесь он должен выходить. Вот у нас перемычка. Крючок должен выходить здесь. Он не должен никуда выходить в бок. Ниточку держим бороздкой кверху. Вытягиваем петлю.
И бывает, что галочки, особенно те, кто вяжет первый раз, уходят в бок, в левую сторону. Смотрите, петельку мы вытягиваем, не оставляем ее вот такой вот короткой, вытягиваем чуть побольше на высоту с петелькой на крючке, но можно даже чуть вытянуть ее. И далее мы захватываем и провязываем. Слегка подтягиваем вот таким образом петельку на крючке, чтобы между столбиками у нас не было больших отверстий. Показываю еще раз. Вводим по центру, захватили и вытягиваем петельку так свободненько, чтобы она у вас лежала. И провязываем. Вот я провяжу еще несколько столбиков, и мы будем вводить нить другого цвета. Вот, допустим, следующий столбик я буду провязывать уже нитью другого цвета, поэтому перед ним данный столбик мы провязываем уже нитью молочного цвета. То есть мы вытянули петлю, у нас 2 петельки на крючке, мы берем нить другого цвета и ею уже провязываем. Кончики нити мы укладываем внизу. Также ниточку, которая у нас идет, вот эта вот голубая нить, мы ее также будем укладывать вот так вдоль вязания и провязывать вместе. Теперь вяжем следующий столбик. Вот у нас все ниточки здесь лежат. Захватываем нить. Провязали. И получается над нашим столбиком нить нужного цвета. Это благодаря тому, что мы провязали вот этот столбик нитью другого цвета. Итак, далее мы должны провязать молочным цветом 9 столбиков. Вот есть первый. Провязываем следующий столбик. И так провязываем 9 столбиков. И в конце, я сейчас покажу, 9 столбик мы будем также провязывать уже нитью голубого цвета. Вот я провязала 8 столбиков, и это у меня 9 столбик. Я его также не провязываю, вот 2 петельки на крючке остались. Мы провязываем нитью голубого цвета, так как следующий столбик уже будет голубым цветом. Вот мы провязали, здесь подтягиваем. Теперь мы нить молочного цвета укладываем вдоль, будем провязывать, а голубым цветом мы провязываем уже столбики. И вот таким образом мы довязываем до конца уже нитью голубого цвета. Здесь мы также сделаем соединение и перейдем к вязанию 3-го ряда. Делаем соединение 2-го ряда. Также вытягиваем нить, заводим крючок под косичку. Вводим крючок в первый столбик. Накидываем петлю и затягиваем. Не забываем, ниточку мы также прокладываем и провязываем вместе. Далее я провяжу еще 1, 2, 3 столбика, и уже вот здесь вот у меня начнется столбик молочного цвета. Получается, мы теперь здесь вот у нас было 9 столбиков, мы добавляем еще по краям по одному столбику. Будет 11 столбиков молочного цвета. Поэтому довязываем вот до сюда. Здесь мы столбик провяжем уже молочным цветом. Вот следующий столбик у нас будет молочного цвета, поэтому столбик перед ним мы провязываем молочным цветом.
Далее теперь укладываем ниточку голубого цвета, провязываем столбик. И теперь мы провязываем 11 столбиков вот до сюда. Провязываем последний 11 столбик и его уже провязываем голубым цветом. Далее меняем цвета и до конца провязываем столбики. Все, вот таким образом довязываем третий ряд. Здесь делаем точно такое же соединение. И далее уже получается у нас четвертый, пятый ряд мы провязываем точно так же, как и третий. То есть у нас будет по 11 столбиков молочного цвета. Вот я провязала пятый ряд. Сейчас мы вяжем шестой. Вот здесь сделала соединение. Здесь мы провязываем столбик голубым цветом, и следующий будет столбик молочного цвета. Вытягиваем нить и провязываем уже нитью молочного цвета. И провязываем 4 столбика молочным цветом. Четвертый столбик, и его уже провязываем нитью голубого цвета. Здесь мы провяжем всего лишь один столбик голубым цветом, поэтому здесь мы вытягиваем петельку и сразу же провязываем молочным цветом. И далее провязываем 4 также столбика молочным цветом, и далее голубым цветом продолжаем. Вот так у нас уже получается. Далее мы провязываем до конца и будем уже вязать седьмой ряд. Итак, провязываем седьмой ряд. Здесь мы провязываем столбик голубого цвета, и следующий у нас уже будет молочный. Здесь провязываем 1, 2, 3 молочным цветом. И третий мы уже провязываем голубым. И провязываем 3 столбика голубым цветом. Провязываем третий, меняем цвет и провязываем 3 столбика молочного цвета. И последующие столбики мы вяжем уже голубым цветом до конца. Вяжем 8 ряд, и в 8 ряду мы провяжем вот здесь вот столбик молочного цвета и здесь вот по центру. Так, провязываем столбик голубого цвета и его провязываем молочной нитью. Вытягиваем нить молочного цвета и сразу же провязываем нитью голубого цвета. Далее идет у нас 4, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков голубого цвета. Пятый столбик провязываем нитью молочного цвета. Вытягиваем нить, провязываем голубым
И далее уже до конца мы провязываем столбики голубого цвета. Это у нас 8 ряд. В 9 ряду мы менять цвета не будем, поэтому здесь уже можно ниточку обрезать, кончик также уложить, провязать вместе. Провязываем до конца и вяжем еще 9 ряд голубым цветом. Вот я провязала 9 ряд. Теперь мы сделаем соединение и обвяжем край корзинки. Вытягиваем петельку, также заводим под косичку. Крючок вводим между столбиками и данную петельку выводим вперед. Теперь заводим крючок в следующую петлю. Вот мы между столбиками вводим крючок под обе стеночки косички. Вытягиваем петлю и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую. И так обвязываем весь край. Сильно туго не вяжите, чтобы край у вас не был стянут. И по краю у вас получится вот такая вот косичка. Вот в конце у нас осталась последняя петля. Ниточку обрезаем, полностью вытягиваем, заводим крючок вот сюда вот под косичку. Вытянули нить и кончик нити заводим в центр предыдущей косички, вот сюда. С обратной стороны вводим крючок. Вот так мы сделали соединение, и кончик нити здесь мы просто прячем уже. Теперь нам необходимо связать вот такой вот треугольник небольшой. Это будет клюв нашего пингвиненка. И в конце обязательно оставить кончик нити, для того, чтобы мы могли его пришить. Берем крючок номер 3, нить желтого цвета тоненькую, делаем петельку, затянули и провязываем еще 2 воздушные петли. 1, 2. Далее вводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая петля, во вторую вводим крючок и провязываем сюда 2 столбика. Первый и сюда же второй. Далее делаем 1 воздушную петлю, переворачиваем. Также во вторую петлю от крючка мы провязываем столбик. В следующую петлю мы провязываем 2 столбика. Провязали 2 столбика. Далее снова в конце делаем 1 воздушную петлю, переворачиваем. Во вторую петлю от крючка мы провязываем снова столбик. Первая, вторая. Провязываем столбик. Следующую еще 1 столбик. И в конце снова 2 столбика в одну петлю. Первый и второй. Снова в конце всегда 1 воздушная петля. Во вторую петлю от крючка снова провязываем 1, 2, 3 теперь уже столбика. И в конце 2 столбика. В конце у нас всегда идет прибавка. Первый, второй, третий. И в четвертую провязываем 2 столбика. В каждом ряду получается у нас прибавляется по 1 столбику. 1 воздушная петля, вяжем 5 ряд, снова провязываем столбики. Первый, второй, третий, четвертый. И в конце снова 2 столбика. Мой треугольник будет состоять из 5 рядов. Продеваем кончик нити в иглу, и теперь мы будем закреплять. Вот здесь он будет у нас располагаться. Вводим
иглу. Теперь закрепляем вот этот кончик. Выравниваем. Далее иглу снова вводим в это же отверстие. И теперь нам необходимо закрепить вот этот вот конец. Также здесь находим место, куда можно ввести иглу. Захватываем кончик. И вводим иглу ровно посередине. Вот таким образом мы закрепили. И с обратной стороны необходимо будет в пару местах продеть иглу с ниткой и закрепить нить. Теперь берем нить черного цвета. Я ее сложила в 2 нити, чтобы она была потолще. И делаем глазки. Вот у нас где носик, здесь вводим нить. Прошиваем 2 столбика, вот отсчитываем 1, 2 столбика, вводим вот сюда. Теперь мы должны иглу ввести вот сюда с обратной стороны. Вводим иглу. Возвращаемся вот в это же место. И вот здесь вот вводим иглу. И также возвращаемся в это же место. И с обратной стороны ниточки также завязываем в узелок и прячем кончики. Теперь мы будем провязывать верх корзинки. Берем крючок номер 4, тонкую нить, отгибаем вот здесь и смотрим. У нас идут по краю перемычки, по внутренней стороне. Вот они, перемычки. Мы будем вводить сюда крючок и провязывать по 2 столбика. Провязали 1 столбик. Сюда же под перемычку 2 столбик. Находим следующую перемычку, вот она. И также провязываем 2 столбика. 1 и 2. И так провязываем до конца. Под каждую перемычку мы провязываем по 2 столбика. Вот я довязала до конца 1 ряд. Находим петельку, заводим туда крючок, вытянули петлю. У вас 2 петельки на крючке, их провязываем вместе. Желательно вот эту петельку сразу же отметить маркером, чтобы знать, где у вас начинается ряд. Далее мы делаем 1 воздушную петлю. Далее смотрим, 1 петлю пропускаем, в следующую провязываем столбик. Снова делаем 1 воздушную петлю, пропускаем, в следующую провязываем столбик. Воздушная петля, пропускаем, столбик. И так провязываем до конца. Вот я довязала 2 ряд. 2 ряд у меня заканчивается воздушной петлей. Вот место, где мы отмечали маркером. Сюда мы вводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем столбик. И данную петельку также отмечаем, чтобы нам не запутаться в рядах.
Далее делаем одну воздушную петлю и вяжем точно так же. Теперь вяжем столбики вот в эти вот отверстия, то есть где мы провязывали воздушные петельки. Сюда мы провязываем столбик, воздушная петля, следующую провязываем столбик, воздушная петля и так далее, вяжем по кругу. Вот я провязала 20 рядов всего, и последний ряд вяжем соединительными петлями. Заводим крючок, вот находим, сверху у нас идет косичка, захватываем заднюю стеночку полупетли, вытягиваем и провязываем соединительную петлю. Далее захватываем следующую и провязываем. Теперь для утяжки мы просто набираем цепочку из воздушных петель. Провязываем воздушные петли необходимой нам длины. Вот я провязала шнурок, длиной он у меня получился 65 сантиметров. Ниточку в конце обрезаем, вытягиваем, здесь хорошо затягиваем. Кончик нити мы прячем, берем крючок поменьше и вот здесь вот под петельки прячем. Теперь сверху я отсчитываю 5 рядов. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-м ряду мы продеваем наш шнурочек между вот этими вот отверстиями. Вот я продела шнурочек. Теперь нам осталось только затянуть и завязать его. Все, корзиночка наша готова. Вот так она выглядит. Я надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.